Путешествую, изучаю, моделирую и печатаю. Всем привет! У меня на канале накопилось уже большое количество видео о сборке моделей гражданской авиации. В каждом из этих роликов я сталкивался с разными проблемами и критиковал за это производителя. Собирая сегодняшнюю модель, я понял, что критиковать будет нечего. Як-40 от Восточного экспресса — это одна большая проблема. Проще было бы с нуля спроектировать этот самолет и напечатать его на 3D принтере, чем пытаться собрать эту модель. Что из этого получилось уже в сегодняшнем ролике. Приятного просмотра! Этот набор называется пассажирский авиалайнер 40. По всей видимости, производитель не получил права ссылаться на прототип и нигде не найти прямого упоминания самолета Як-40. Набор внутри коробки занимает около 20% объема. Зачем делать такую крупную и при этом хлипкую упаковку, остается загадкой. Первое, что привлекает внимание, литник с прозрачными половинками фюзеляжа. На канале это новинка, и будет интересно ознакомиться с особенностями работы с такой конструкцией. Всего в наборе 2 прозрачных литника и 3 из серого пластика. Качество отливки и проработки деталей крайне печальное. Большинство деталей имеют утяжены и облой. Расшивка выглядит слишком крупной и местами замыленной. Складывается впечатление, что все детали имеют условные формы и размеры. Набор укомплектован цветной схемой окраски и нанесения декалей. Декали производства Бегемот не вызывает вопросов. Качество печати четкое, поверхность глянцевая и подложка самих декалей крайне тонкая. Это лучшее, что есть в этом наборе. Я буду собирать советский вариант ливреи Аэрофлот с бортовым номером 87964, который находился в эксплуатации с 1 июля 1978 по 2011 год, после чего самолет был передан на хранение в военно-воздушное училище в Василькове. Один из моих подписчиков даже отыскал его след на карте. В первую очередь я решил на сухую примерить фюзеляж и крыло. И увидел, что все очень печально. Детали стыкуются с огромными щелями, а нос и вовсе делает кря-кря. На этом моменте мне больше всего не давал покоя литник с отдельным остеклением кабины пилотов. Зачем он, если фюзеляж и так прозрачный? А потом как понял, что по центру ведь идет стык половинок. И так все косо-криво, так еще и потребуется дополнительные дыры делать. С учетом огромных щелей и необходимостью много шпаклевать, решил в качестве эксперимента купить шпаклевку с активатором. Судя по инструкции и отзывам моделистов, она твердеет моментально. Первые 10 минут шпаклевка больше напоминает резину, а уже через час она полностью твердеет и можно приступать к зачистке. В целом я остался доволен экспериментом. Единственное, нужно изучить усадку этой шпаклевки спустя месяц-второй. Результат сообщу позже. Для вживления остекления вырезаю часть фюзеляжа и подгоняю посадочное место. Оказалось, что деталь остекления по ширине меньше фюзеляжа на 1,5 мм, и с этим ничего не поделать. Разогреть и как-то выгнуть вообще не вариант.
Пластик очень толстый и хрупкий, остается только шпаклевать и уже потом выводить линию фюзеляжа. Мне на машине нравится только на дачу ездить. Задуваю модель тысячным грунтом, чтобы проверить качество подгонки и зачистки всех швов. На удивление, вывести поверхность получилось с первого раза, и лишь в некоторых местах образовались мелкие дефекты. При стыковке крыла с обтекателем образовывается большая ступенька. Убираю ее путем уменьшения высоты крыла. Процесс дальнейшей обработки всех швов оставляю за кадром. Это было сложно, долго и мучительно. Но результат проделанной работы по кайфу, и приступаю к сборке двигателей. Взглянув на эти печальные детали, мне захотелось спроектировать их с нуля и напечатать на 3D принтере. На Як-40 устанавливались 3 турбореактивных двигателя АИ-25, которые серийно производились на Запорожском моторостроительном заводе «Мотор Сич». Я поспешил лично посетить музей техники Богуслаева, чтобы вживую изучить особенности конструкции этого двигателя. Который выполнен по двухкаскадной схеме с осевым 11-ступенчатым компрессором, разделительным корпусом, кольцевой камерой сгорания, трехступенчатой турбиной и реактивным соплом. В общем, все это выглядит следующим образом. Сам музей большой и вмещает огромное количество техники. Если вам будет интересно, сниму об этом отдельный сюжет. А пока возвращаемся к Як-40. На основе замеров создаю 3D-модель в программе Autodesk Fusion 360. Для подготовки модели к печати использую слайсер Chitubox, в котором размещаю по отдельности все детали и расставляю поддержки. Для пробы я взял смолу, специально разработанную для печати масштабных фигурок фирмы Resivan, тип М58 и М68. Каждая из этих смол имеет свои особенности, и в процессе ее использования буду делиться с вами наблюдениями и сравнением с базовой смолой Anycubic. В родном слайсере Photon Workshop выставляю необходимые параметры засветки и движения оси Z, конкретно для смолы М58. Она подходит для печати подвижных и сборных моделей. Особенность этого типа смолы – высокая прочность и устойчивость к царапинам. Из менной проволоки и латунных трубочек воссоздал навесное оборудование двигателя. Поверьте, этот двигатель очень маленький. При подготовке модели к окраске задуваю ее равномерным слоем грунта и проверяю качество выполненных работ, тщательно изучаю все стыки деталей. Чтобы вернуть иллюминаторам и кабине пилотов прозрачность, шлифую грунт до пластика и полирую его финишной томиевской пастой.
Для маскировки иллюминаторов и кабины пилотов использую покупные маски. Перед их поклейкой я заметил, что кольца как-то криво выглядят, и приложив линейку, оказалось, что часть иллюминаторов смещена вниз. Но самое страшное оказалось с маскировкой кабины. Согласно ливреи, контур иллюминаторов совпадает с нижней частью остекления. Наклеив маски на их посадочное место, видим, что они смещены почти на 2 мм вниз. Еще раз, как должно быть и как выходит на модели. А если их переклеить под линию с иллюминаторами, получается такой уродец. Ничего другого не остается, как имитировать прозрачные элементы темными декалями, которые, к счастью, предусмотрены производителем. Поэтому заново задуваю модель грунтом и начинаю поэтапную окраску. Перед задувкой белой краски наношу слой белой тысячной базы. Такая последовательность упрощает работу с белыми оттенками. После окраски всех элементов задуваю модель равномерным слоем глянцевого лака и приступаю к нанесению декалей. На удивление, основные декали ливреи легли без особых проблем, ровненько и аккуратно. Темная основа кабины пилотов имеет большие промежутки, которые заметно шире контура остекления. Если их приклеить без изменений, на модели образуются белые просветы. Чтобы этого избежать, просто задуваю эту декаль черной краской. С обеих сторон образовались разрывы, придется их подкрашивать. Эта декаль выполнена с ошибкой. На прототипе иллюминатор на двери отсутствует. Чтобы не катать с подбором краски, вырезаю синюю подложку со второго варианта ливреи и просто заклеиваю его. Разбавляю масляную краску с White Spirit и выделяю расшивку крыла. За счет многоуровневого нанесения декалей поверхность модели выглядит удручающе. Отчетливо видны белые просветы подложек, прозрачные контуры декалей и другие дефекты, вызванные особенностью печати. Чтобы все это исправить, необходимо задуть модель толстым слоем глянцевого лака и равномерно замотовать поверхность модели.
Для зачистки лака я использую шлифовальную губку фирмы Machete зернистостью 3000. Абразив нанесен на резиновую основу, которая крепится к губке. А за счет эластичности и повторению форм поверхности шлифовка полностью безопасна для модели. Шлифую без особого усилия до тех пор, пока поверхность не станет равномерно матовой. Уже на этом этапе часть дефектов полностью скрывается и ливрея приобретает монолитный вид. Интересное наблюдение. После шлифовки крыла ее поверхность стала матовой, а если посмотреть на него под углом, оно становится идеально глянцевым. Кто может объяснить этот эффект? Добро пожаловать в комментарии! И завершающий слой глянцевого лака, который возвращает модели первоклассный глянцевый отлив. Как по мне, шикарный результат. Если вспомнить, как это выглядело до. Чтобы модель обрела еще более глянцевый отлив, полирую ее финишной пастой Tamiya. Об этом процессе я детально рассказывал при сборке модели Airbus A350. Советую для просмотра. По итогу я был в шоке от результата. Поверхность модели стала идеально глянцевой. Словами сложно передать мой восторг. В описании под видео будет ссылка на шлифовальные губки, без которых сложно получить такой эффект. Родные стойки шасси мало того, что выглядят шакально, так еще и изготовлены не в масштабе, с промахом высоты больше, чем на 5 мм. Модель с ними вообще не стыкуется. Согласно чертежам, спроектировал 3D модели и напечатал новые стойки на принтере. А дальше собираю все детали воедино, и модель готова. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. В следующий раз я расскажу о состаривании этой модели и сделаю для нее диораму. Буду благодарен за комментарий и лайк. До скорых встреч!